Сегодня дорабатываем за OpenZ 2, замена аккумулятора, приводим в божеский вид, в общем, все как обычно. Хотя скажу наперед, мышка даже с завода вполне себе неплоха. Для того, чтобы разобрать мышку, нам нужно снять только нижнюю ножку. Находим удобное место и немного забуриваемся. Добавляем немного спирта, проходим чуть-чуть глубже и, собственно, все, ножку сняли. Дальше мы откручиваем 3 винта на дне мыши. Чтобы разъединить половинки, нужно приложить некоторые усилия. Слева и справа есть 2 защелки. Здесь под большим пальцем очень жесткая защелка. Здесь нужно приложить усилия, немного надавить и слегка располовинить мышку, сделать небольшой зазор. Используя этот зазор, нужно верхнюю половинку немножко сдвинуть вперед. Вот здесь уже начинает разъединяться. Для того, чтобы полноценно разъединить половинки, нужно приложить некоторые усилия, но нужно быть осторожным, потому что внутри есть шлейф. Если слишком резко дергать, то можно порвать вот этот шлейф. Он без фиксатора. Просто беретесь за синюю часть и аккуратно, качающимися движениями вытаскиваете. Плату боковых кнопок держат 2 винта. Откручиваем их и наблюдаем белые хуанчики. Так, а здесь у нас та самая великолепная, на мой взгляд, система свапа микриков. Кстати, с завода стоят TTC Gold Dust Proof на 60 миллионов нажатий. Кстати, после замены остаются вот такие отметины. Слишком сильно не закручивайте, можно повредить ножки микрика. В этой мыши мы обязательно будем менять аккумулятор, поэтому беремся и снимаем его. Вот, кстати, как выглядит наша система хот-свапа. То есть микрик у нас выходит вот с этой стороны. И мы прижимаем его винтами. По-моему, это отличная система. Кстати, мне не очень понравилось то, что при изъятии кнопки очень сильно изгибается вот эта часть. Это влияет на сам клик. Кстати, обратите внимание, здесь мягкий демпфер. С этой стороны тоже. За это я бы отдал большой респект. Конструкция боковых кнопок с одной стороны хороша, а с другой стороны не особо. Какие плюсы? Ну, по сравнению с некоторыми современными мышками, здесь есть ограничители хода. То есть, если я могу хотя бы использовать некоторые демпферы для того, чтобы этот ход как-то сократить либо смягчить. При этом кнопки довольно-таки широкие. Это нужно для того, чтобы я мог с обратной стороны подложить пластырь. Однако есть небольшая проблема. Это изъятие самих кнопок из корпуса. Вот таким образом. Вот так это все было с завода. То есть для того, чтобы вытащить боковые кнопки, нужно отодвигать вот этот язычок. Смотрите, не переборщите. Он может просто-напросто отломиться, если приложить излишние усилия. И только после этого боковые кнопки у нас выходят. Здесь довольно большой ореол, поэтому демпферы проклеить, как в Суперлайте, не составит никаких проблем. В целом, разбор мыши закончен. Наглядно продемонстрирую, в чем проблема боковых кнопок. Проблема такая же, как в прошлом ролике с Lamzu Atlantis. Можете посмотреть по ссылке в описании. Здесь мы будем крепиться с помощью винта насквозь.
Для демонстрации, возможно, я буду использовать Хуана с красной точкой. Это самые жесткие микрики из всех Хуана на данный момент. Обратите внимание на индикацию. Здесь микрик находится немного ближе к краю. Из-за этого нам придется немного подпиливать толкатели у боковых кнопок мыши. Если мы оставим родные микрики, то тогда здесь все будет хорошо. И у нас остается два варианта. В прошлом ролике с Ламзу мы подклеивали микрик вровень для того, чтобы не пилить толкатель. В этом мы сделаем наоборот. Мы просто напрямую зафиксируем с помощью винта эти микрики, а потом винты удалим, для того, чтобы не добавлять лишний вес. Толкатель позже мы подпилим.
Sorry to tell you, but I'm not built to be somebody else. This is what I've got to give. This is what I've got to give. This is what I've got to give. На дне мыши очень много лишних пластиковых элементов, а сама плата держится только вот на этих шпеньках. А вот это вот все, вот это все ребра жесткости. В данном случае, по факту, они не нужны, потому что пластина дна очень толстая, и эти ребра жесткости свою функцию по факту не выполняют. Let's play a different game. Fire it all up again. Fire up my heart again. For me to lose. I know I'm the one to stay. I'll run away again. Running away again. Till I see the you. Немного за кадром у меня осталась работа по дну корпуса. Чтобы сравнить вес с моей основной мышкой, это немного облегченная G Pro X Superlight. Итак, я маленько поработал с дном этой мыши. Во-первых, как я говорил до этого, я срезал все лишние перегородки на дне мыши. А во-вторых, я забуривался на всю глубину этого шарика. То есть я снял довольно большое количество пластика. В общем, ушло около чуть больше 1 грамма веса. Сначала я забуривался шариком, а потом на всей плоскости дна мыши я уже это все снимал лишнее. Для того, чтобы наша алюминиевая лента хорошо адгезировалась, мы будем использовать праймер. Праймер наносим довольно-таки обильно. Наносим с боков, ну и ждем согласно оговоренной инструкции. Важно отметить, это не фольгированный скотч, а именно алюминиевая лента. Алюминиевая фольга с клейким слоем. Добавляем ленту с нескольких сторон и аккуратно приминаем, без фанатизма. По поводу колеса. Изначально вместе с болванкой колеса шло 2 шайбы. Вот поверх этой шайбы была еще одна, вторая. Вторую шайбу мы убираем, для того, чтобы колесо не было слишком в сильном натяжении и не было проблем с нажатием. Потому что толщина вот этого скотча будет нивелировать толщину той убранной нами шайбы. Данная модификация идет в дополнение к колесу. Вот эта часть находится над втулкой колеса, которая находится у микрика. Поэтому будем опять использовать алюминиевую ленту. Здесь, в моем конкретном случае, она идет в 2 слоя. В вашем случае количество слоев может меняться. Предварительно она была обезжирена, обработана. Что касается аккумулятора. В родном аккумуляторе у Zaopin используется довольно плоский и тонкий аккумулятор. Я буду использовать более легкий вариант. У меня в данном конкретном моменте на видео аккумулятор от G Pro Wireless.
Также можно найти еще более легкий вариант, например, на 150 мАч. И мышка с таким аккумом в среднем будет жить 2-2,5 дня. Для того, чтобы использовать родной пластиковый коннектор от Zaopin, мне пришлось использовать клеммы JST 1.25. Однако изначально она слишком большая, поэтому мне пришлось ее немножко подпилить, стачивать на шлифовальном диске с боков и еще чуть-чуть сверху и снизу. И только после этого она стала нормально заходить. В противном случае она у нас просто-напросто не залезет. А в общем и целом можно поступить гораздо проще. Отрезать 3 провода от старого аккумулятора и подпаять их к новому аккумулятору. Это гораздо проще. Сейчас довольно важная, на мой взгляд, доработка. В этой мыши с завода используются накладки на толкатели из очень мягкого пластика. Мало того, что она сама по себе движется в своих пазах, так она еще и меньше, чем нужно. И буквально от любого, буквально минимального воздействия она царапается и деформируется. По личному опыту скажу, что на клике это сказывается далеко не лучшим образом. Потрогав, повертев этот материал в руках, я могу сказать, что это больше похоже на самом деле просто на тефлон, который очень быстро износится при обычном использовании. Так вот, пришла пора поменять эти накладки. Будем использовать донорские от Logitech. Также на просторах Алиэкспресса продаются уже готовые нарезанные накладки из твердого пластика. Приклеивать я буду на тонкий двусторонний скотч Tesa. Нужно смотреть по толщине, возможно понадобится не один, а, например, 2 слоя. И необходимо также подточить все под углом, чтобы ничего не царапало микрик. Все подтачиваю под размер, чтобы ничего никуда не гуляло и сидело намертво. Несмотря на то, что здесь имеется вот такой демпфер, который я похвалил в самом начале ролика, он, к сожалению, совершенно не помогает и не касается пластины кнопки. Поэтому опять будем использовать двусторонний скотч, клеим чуть-чуть ближе к переду мыши, прямо вот впритык к этой демпферной накладочке. И будем использовать поролон без эффекта памяти. Здесь он уже будет ощутимо выше. А что по горизонтальному люфту? Здесь имеются небольшие выступы, которые я срезать не хочу. Чем меньше площадь контакта, тем легче будет скольжение. Именно поэтому с дополнительным наплывом я буду использовать алюминиевую ленту. А я ее использовать буду с двух сторон. Это конфигурация моей конкретной мыши. Вам может понадобиться, например, один слой с одной стороны, либо по 2 слоя с двух сторон и так далее. То есть для каждого конкретного люфта размеры используемых материалов будут отличаться. Для того, чтобы все хорошо и бодренько у нас бегало, скользило, будем использовать тефлоновый порошок. Это у нас тефлоновая смазка. Будем с помощью различных инструментов, ватной палочки и так далее, потихонечку втирать. Какое-то огромное количество порошка совершенно не нужно. Нам нужно просто втереть в поверхность. И после того, как притрем, спокойненько лишнее сдуваем. Теперь можно спокойно собрать мышку. Нужно быть осторожным. Пластины очень тонкие и очень нежные. И при снятии нужно сначала защелкнуть и только потом толкать вперед. Для того, чтобы ничего не погнулось и клик не испортился и не стал либо слишком легким, либо слишком тугим. Демпфера под основными кнопками немножко не хватает, поэтому будем использовать вот такой нетканый пластырь, вот такой конфигурации вместе с каптоновым скотчем. То есть у меня получается вот такая заготовка. Это все, конечно, баловство, но почему бы и да? На фиксацию в мышке это никак не повлияет. Без таких обрезков оно и не надо, а с ними пусть будет. Также нам придется подтачивать вот эти два места с помощью надфиля.
нужно подтачивать буквально по доле миллиметра, по 2-3 штрихка, по 2-3 движения, не более. К сожалению, нет какой-то фиксированной глубины, на которую нужно это все сточить. Все это подбирается опытным путем. 2-3 движения, примерили. 2-3 движения, примерили. Боковушки у нас делаются довольно-таки быстро. Наклеиваем на нужные места пластырь, вот сюда и сюда. И на всякий случай будем также использовать поролон без эффекта памяти, чтобы от времени ничего не промялось, не просело и все отлично нажималось. Кстати, слишком сильно набивать поролон не нужно, иначе он будет слишком сильно давить на кнопку, и она будет в постоянно зажатом состоянии, либо будет слишком легкое нажатие. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. 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 Message in a bottle, yeah. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I'll send an SOS to